Всем привет, меня зовут Александр, строительная компания Альkem Yapı, город Мерсин, Турция. Инвестировать в турецкую недвижимость стало невыгодно? Знак вопроса. В этом выпуске я бы хотел достаточно объемно, но при этом коротко коснуться этой темы. Поэтому, чтобы не отнимать ваше время, я не буду здесь использовать много цифр, показывать различные графики и так далее. При желании вы без особого труда сможете найти все это самостоятельно в интернете. Сегодня я буду исходить из своего определенного опыта. Я работаю на рынке недвижимости города Мерсин в Турции уже более 2 лет. И опыта моих коллег путем обратной связи от них. Итак, давайте просто посмотрим на объективные факты, которые мы имеем на сегодняшний день в Турции, а именно на период конец лета, начало осени 2023 года. Первое. Экономика Турции переживает не лучшие времена. Турецкая лира дешевеет, товары и услуги дорожают. Второе. Неблагоприятная экономическая ситуация в ряде стран, жители которых существенно влияли на спрос рынка недвижимости в курортных регионах Турции. Третье. В начале года произошло ужасное землетрясение на юго-востоке страны. Потом еще несколько, хотя уже не таких крупных. Четвертое. Последовательное ужесточение требований в течение 2023 года от турецкого правительства в отношении возможности получения ВНЖ иностранцами, а также других условий проживания в стране. Все эти факторы в совокупности сыграли свою роль и повлияли на ситуацию рынка недвижимости в целом. Особенно это коснулось курортных регионов Турции. Да, именно с такой объективной реальностью нам приходится иметь дело в настоящее время. При этом я всегда говорю своим покупателям, как уже состоявшимся, так и потенциальным, что инвестиции это всегда риски. И что если бы все было так просто, а именно все знали где, что и когда купить, и конкретно в какой момент времени потом все это продать, то все инвестора на земле были бы долларовыми как минимум миллионерами и были бы весьма счастливы. Но так не происходит, поэтому всегда нужно понимать и принимать тот факт, что что-то может пойти не по твоему плану, который ты наметил для себя в своей инвестиционной деятельности. Но это было небольшое лирическое отступление. Теперь давайте вернемся к конкретным фактам. Попробуем немного более углубиться в суть вопроса и понять, какую практическую пользу мы бы могли из всего этого извлечь. Давайте поговорим о том, что существует две основные инвестиционные стратегии. В реальности их несколько больше, но мы сегодня рассмотрим только эти две, так как они самые понятные и часто используемые. Это первое. Покупка недвижимости с целью дальнейшей перепродажи, получения за этот счет разовой денежной прибыли. Второе. Покупка недвижимости с целью дальнейшей сдачи в аренду и получения регулярного пассивного дохода от ренты. С первым пунктом вроде бы все понятно. Купил дешевле, продал дороже. Единственное, что нужно определиться с видом жилья. Простыми словами говоря, жилье это готовая или стройка. Тут у каждого направления есть свои плюсы и минусы. К плюсам готового жилья можно было бы отнести минимизацию рисков, так как вы уже сразу видите, что покупаете и за что платите. Плюс вам не нужно ждать, когда построится ваш комплекс и квартира в нем. К минусам можно отнести потенциально меньшую маржинальность по сравнению с покупкой квартиры в строящемся доме. Но и тут не все так однозначно, и мы поговорим про это чуть ниже. Также к первому пункту можно внести так называемый флиппинг. То есть покупка квартиры без ремонта, делаете в ней ремонт, за счет этого пытаетесь увеличить ее рыночную стоимость. Если вы покупаете квартиру в строящемся проекте, то главным плюсам обычно относили возможности заработка за счет разницы в цене между начальной и конечной стадией строительства. Но и тут есть один ключевой момент. Вся эта схема работает при стабильной экономике и стабильных ценах на рынке недвижимости в стране. И ключевой момент здесь стабильная экономика. Ведь когда у застройщика постоянно растет стоимость всех его расходов на возведение проекта, то это неизбежно повлечет за собой дорожание себестоимости конечного продукта, а именно итоговой стоимости квартиры для покупателя в этом конкретном проекте. Если сейчас подвести промежуточный итог по данной стратегии, а именно покупки и дальнейшей перепродажи квартиры с целью получения прибыли, то в более-менее краткосрочной перспективе эта стратегия выглядит не особо привлекательной, так как слишком много неизвестных в понимании того, в какую сторону может двинуться рынок недвижимости в Турции. Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация на рынке стабилизируется и данная стратегия снова будет актуальной. Но нам нужно двигаться дальше.
Давайте посмотрим на вторую основную стратегию при инвестировании в недвижимость, а именно покупка квартиры для ее последующей сдачи в аренду. И здесь также это направление можно разделить на две части. Первая – сдача в долгосрочную аренду, вторая – сдача в краткосрочную аренду. Что касается долгосрочной аренды, то вы имеете право легально сдавать свою квартиру через агентство недвижимости в долгосрочную аренду сроком от 6 месяцев. Вроде бы все хорошо и понятно, кроме одного. На что рассчитывать и какую конкретно сумму денег вы можете на этом заработать. На рынке недвижимости и среди инвесторов есть одно очень красивое правило. Правило 1% или 100 аренд. Это означает, что каждый месяц вы получаете арендную плату в размере 1% от стоимости вашего объекта. А если мы говорим об 1%, то весь ваш объект окупается за 100 арендных плат. Если говорить временными рамками, то это немногим более 8 лет. Это тот срок, за который вы можете и должны вернуть 100% вложенных вами денег от покупки недвижимости. В начале этого ролика я обещал вам, что не буду приводить здесь много цифр и заниматься какими-то конкретными подсчетами. Поэтому просто скажу, что если исходить из сегодняшней рыночной ситуации на рынке недвижимости и месячных ставок по аренде в провинции Мерсин, Турция, то показатель окупаемости в 2 раза выше, а именно около 200 аренд или около 17 лет период возврата денежных средств на покупку недвижимости. Вы легко можете самостоятельно проверить эти данные и все посчитать, взяв в руки калькулятор, зная при этом стоимость жилья и сумму арендной ставки. Я очень часто бываю удивлен, когда мне звонят потенциальные покупатели, инвесторы и говорят о том, что их цель покупка квартиры и ее последующая сдача в долгосрочную аренду. При этом они даже не утруждают себя уточнить информацию о том, какие же действуют ставки по аренде в регионе в настоящее время. В отношении краткосрочной аренды, то здесь все может быть гораздо интереснее. Я считаю, что на данный момент времени и в ближайшей краткосрочной перспективе это единственная разумная стратегия для инвестирования. Давайте для начала разберемся, каким же образом вы, как хозяин квартиры, можете сдавать эту самую квартиру посуточно. Теоретически вы можете делать это также через агентство недвижимости, но при условии, что у вас для этого есть специальное разрешение. Такое разрешение вы можете получить только в том случае, если в вашем доме под одной крышей сдается не менее вместе с вашей 50 квартир. Тут, я думаю, для всех уже сразу же должно быть понятно, что по сути это означает то, что у вас должны быть куплены апартаменты в отеле или это должен быть комплекс отельного типа. Сдача своей жилой площади в таком комплексе может принести вам в 2 раза больше прибыли, чем сдача своей квартиры на длительный период времени. Тут уже естественным образом станет вопрос о выборе управляющей компании, которая будет искать для вас клиентов и администрировать ваши апартаменты. Но это уже тема для отдельного разговора. Также у меня есть свое отдельное мнение и понимание того, почему именно посуточная аренда в регионе Мерсин сейчас и в ближайшее время будет очень актуальна. И скорее всего я сделаю на эту тему отдельный небольшой выпуск. У нашей строительной компании Артем ЯП совсем недавно стартовал один такой проект отельного типа. Он называется Илькем Рио. В этом комплексе вы можете приобрести себе апартаменты планировки 1+0 и 1+1 по стоимости от 39 тысяч евро и совершенно легально сдавать свои апартаменты в посуточную аренду. Также для этого проекта предусмотрена рассрочка платежа. Для тех, кому может быть интересно данное предложение, вы всегда сможете связаться со мной через WhatsApp и обсудить со мной все детали покупки апартаментов в данном комплексе. И уже в самом завершении я хотел бы сказать и повториться на тему того, что ситуация на рынке недвижимости в любой стране мира может поменяться очень динамично, так как на эту ситуацию всегда влияет большое количество факторов, многие из которых мы попросту не можем предвидеть заранее. Поэтому вам и только вам принимать решение, какая стратегия для вас верная, и твердо следовать ей. Все, с вами был Александр, строительная компания Артем ЯП. До новых встреч!